Всем привет! Автором этого чудесного сериала является... боюсь не так прочитать ник, поэтому будем звать тебя Солнышком. Так вот, Солнышко будет очень благодарен, если вы оформите подписку на его канал. Автор над сериалом очень хорошо постарался, поэтому он будет очень благодарен, если вы поддержите его. Ссылочка, как всегда, находится в описании. А также я хочу напомнить о своем телеграм-канале, где я делюсь новостями о новых озвучках. Поэтому, кто хочет узнавать о новых видео первыми, подписывайтесь. Там также есть чат, где я стараюсь часто появляться и общаться с вами. Ссылочка в описании. Ну и не смею вас больше задерживать. Приятного просмотра! Шу, иди сюда. Бегу! Это был последний раз, когда я обнимал его. Мам? А что с папой? Солнышко, прошу тебя, не смотри! После этого вечера все изменилось. Через неделю ночью к нам приехала бабушка. Она обзывала маму и громко кричала, что это ее вина. А мама просто плакала. Мам? Папу скоро отпустят дяди-врачи? Они его уже отпустили, просто ему понадобилось кое-куда уехать. Ничего себе, значит, мы скоро к нему поедем? К сожалению, нет. Но если ты будешь хорошо себя вести, можно попробовать ездить. Мама! Уже тогда я все прекрасно понимал, но старался делать вид, что ничего не знаю, чтобы не расстраивать маму еще сильнее. Вам не здоровится? Нет, Господин! Вы выглядите хуже смерти. этот день очень важен для меня. Прошу тебя, Юна, помоги мне. Я принесу ваш костюм.
нужно отойти. По коридору вперед, 3-я дверь направо. Тебя проводить? Спасибо, не нужно. Я дойду сам. Полегчало? А, это вы. Вы меня напугали. От этого вам должно стать лучше. Выпейте. Большое спасибо. Вам стоит присесть, чтобы лекарство помогло быстрее. Пойдемте. Так, откуда у вас оказалась таблетка? Попросил у матери. У нее всегда есть с собой пару таблеток. Вот как. Почему ты помог мне? Я сделал это исключительно ради собственной выгоды. Чтобы воспроизвести о себе и своей семье хорошее впечатление. Даже если так, все равно большое спасибо. Как тебя зовут? Кассиэль. А я Шуар, можно просто Шу, будем друзьями. У меня нет свободного времени, как и социальных сетей. Также мне запрещено добавлять контакты и звонить кому-то, кроме членов семьи, за исключением водителя. Как ты живешь вообще? А учишься где? 103-я школа. Это та, что на окраине? Угу. Далековато. Блюда поданы. Вас просят подойти к столу. Что же, за удачное подписание контракта. Знаешь, у меня такой чудесный сын, лучший во всей школе. Знает английский, итальянский, язык жестов и сейчас изучает французский. Идеальный будущий владелец моей компании. А у тебя что? У Шоура нет каких-то выдающихся талантов, и учится он в обычной школе. Как же так? И кому ты собираешься передать компанию? Я считаю, что у каждого человека в обязательном порядке должно быть детство и подростковый период. Не списывай меня так рано со счетов. Я в состоянии владеть компанией еще ближайшие 20 лет. Уверен, он успеет еще все наверстать. Дело твое. Рэй. Что такое прелесть? Я хочу завтра кое-куда съездить. Нужно мое разрешение? Хотелось бы. Езжай, конечно, я тебе доверяю. Я посмотрел и посчитал примерное расписание уроков и звонков. И вот теперь я здесь. Если он не появится в ближайшие 15 минут, узнаю у кого-нибудь точное расписание и постараюсь прийти завтра. Кассиэль!
А я уже хотел уходить. Не ожидал увидеть вас снова так скоро. Выглядите лучше, чем вчера. Рад, что вы здоровы. Что вам нужно? У принца есть друзья? Неожиданно. Так холоден, никого к себе не подпускает. Я даже завидую этому пареньку. А если это просто очередной фанат? А если это его друг детства, который уехал 10 лет назад, и сейчас он вернулся, потому что болен смертельной болезнью и хочет провести свои последние дни рядом с ним? Заканчивай с чтением манги. В общем, мое предложение все еще в силе. Кажется, я дал вам четкий ответ еще в тот раз. Мне пора. Подожди! 2 минуты. Дай мне свое расписание, чтобы я знал, когда смогу прийти в следующий раз. Верам. Да, господин. Не смей рассказывать моему отцу о том, что видел. Как прикажете. Привет, что пишешь? Что пишешь? Ты меня напугал. Так, что пишешь? Я встретил одного человека, у него очень строгие родители. Хочу сблизиться с ним и стать его другом. А он этого хочет? Конечно, хочет. Сомневаешься в моих действиях? Я понимаю, что ты хочешь как лучше, но он просил тебя об этом. Нет. Тогда лучше не лезь туда, куда не просят. Я понимаю, но он выглядит таким одиноким. Михаэль, подойди. Все хорошо. Прости, что не приходил эти 2 дня. Я ожидал этого. Я понимаю ваш приступ тактильности, но попрошу воздержаться. Прости, что не приходил раньше. В общем, пожалуйста, прими это. Выгляжу глупо, верно? Я воздержусь от ответа, если это возможно. Я подумал, что было бы здорово поддерживать с тобой общение на расстоянии, а из-за твоих запретов на телефон было проще купить тебе второй. Я понимаю, что это глупо, но, пожалуйста, прими. Прошу, дай мне шанс. Там уже есть сим-карта и пару социальных сетей, где я добавил себя в друзья. А также, если у тебя будут вопросы, как их использовать, я снял пару видео на этот счет, их можно найти в галерее. Полагаю, я должен сказать спасибо, и мне пора. Хорошо, удачи, увидимся. Подожди. Можно обнять тебя на прощание?
Привет, как ты? Не спишь еще? Раз читаешь, значит не спишь. Все хорошо. С точкой, как официально. Какой твой любимый цвет? Выглядишь отстойно. Зайка прав, ты и вправду выглядишь не очень. Все хорошо, просто долго не мог уснуть. Значит, недостаточно устала, раз остались на это силы. Сегодня попрошу твоего учителя по итальянскому провести с тобой вместо 2 часов 4. Буся. Не перечь мне. С самого утра выглядишь лучше модели. Спасибо, любимый. Кассиэль, Верам тебя уже ожидает. Если не собираешься есть, иди в машину и езжай в школу. Михаэль, мне такое нужно тебе рассказать. Опять не спал всю ночь? Сказал тот, кто не пришел на первый урок. У меня была на это причина, а вот тебе пора завязывать. Я не хочу об этом говорить. Так, что там у тебя? Твоя идея сработала идеально. Мы разговаривали почти всю ночь. Уверен, у меня есть все шансы. Очень рад за тебя. У тебя точно все получится. Привет, как ты? Ух ты, это же паренек из позапрошлого ужина. А вы... Я Алессио, старший брат Кассиэля. Приятно познакомиться. Шур. Приятно познакомиться, Шур. Вы друзья? Нет. Да. Я искренне стараюсь стать его другом. Похвально. Ладно, нам пора. У Кассиэля еще дополнительные уроки итальянского. Еще увидимся. Пока. Увидимся. Знаешь, Кас, я все еще ненавижу тебя всем сердцем и душой. Но отцу про твою темноволосую бессонницу ничего не расскажу. Почему? Что почему? Почему ты меня ненавидишь? Ха. С самого твоего рождения отец положил на меня огромный болт. Он любит и ценит только тебя. Хотя компания должна была достаться мне. Но, видите ли, я недостаточно умен и не способен на такое. Ц. А также я благодарен тебе. Именно благодаря твоему рождению у меня сейчас есть свобода и собственное мнение. Если бы не ты, у меня могла бы быть такая же судьба. Я могу не появляться дома неделями, и мне за это ничего не будет. Пока у тебя каждая минута на счету.
Мне жаль тебя. Именно поэтому я постараюсь помочь. Постарайся подружиться с пацаном. У него железные нервы. Если у тебя и с ним не получится, значит твоя судьба быть одиноким. Спасибо. Он странный, я не буду с ним играть. Моя мама говорит, что его папа занимается плохими делами. Наверное, он такой же. Я его боюсь. Ваш сын слишком быстро развивается. Пока вся группа изучает буквы, ваш ребенок уже читает. Детям неинтересно проводить с ним время. Почему никто не хочет со мной дружить? Это даже лучше. Будет больше времени на учебу. Иди садись за книгу. И не ной, только силы зря тратишь. Мама, мне нужно с тобой поговорить. Что такое, солнце? У него в школе открылся клуб социофобии, и он хочет попросить у тебя разрешения на вступление в него. Ох, об этом нужно разговаривать не со мной, а с отцом? Ты же знаешь, что у него дела, не стоит беспокоить его по пустякам. Даже не знаю. Мамочка, ты же прекрасно знаешь, как Кас общается со сверстниками. Представь, как ему будет сложно вести деловые встречи. А как сложно будет искать себе невесту. Хорошо, тогда я даю свое согласие. Но как этот клуб поможет ему с этим? Ну, ему помогут освоиться в обществе, расскажут и покажут, как общаться с людьми. Тогда я даю свое согласие. Отлично, тогда нужные бумаги Кас принесет тебе завтра. Ты обманул родную мать. И это мое спасибо, по-другому бы не получилось, а так теперь у тебя есть свободный час. Что будем делать, если отец узнает? Пока что все нормально, так что подумаем об этом позже. Завтра после школы у меня будет свободный час. Серьезно? Боже, я так рад! Мистер, приношу свои извинения, но похоже завтра после вашей учебы вас похитят. Почему ты не спишь? Пару дней назад видела, как он с каким-то мальчиком около школы обнимался. А что в этом такого? Я тоже вчера видела его с мальчиком. Ну, знаешь, если вспомнить его характер, да и это не было похоже на дружеские объятия. Не может быть, чтобы белый принц, может, тебе показалось? Может, и показалось.
Привет. Тебя просят пойти в учительскую? Девочка понравилась? Прости, я задержался. Если ты болеешь, то я лучше останусь в школе. А, нет, все нормально, просто эта маска подходит к моему образу. Ну что, пойдем? Знаешь, я так рад, что могу провести с тобой немного больше времени. Почти всю ночь думал о том, о чем с тобой поговорить и куда тебя сводить. Пора с этим заканчивать. Ты очень глуп, если считаешь, что мы и правда сможем стать друзьями. Ты пуст. Из всего времени, что я провел с тобой, я могу сделать вывод, что ты даже не личность. Ты просто идеальная оболочка, послушная будущая опора для компании твоего отца. Ты ведь тоже хочешь быть таким же, как все. Но не можешь из-за гнева отца. Все будет хорошо. Жаль, что твой отец не учел, что ты тоже человек, и у тебя тоже есть чувства. Наверное, тебе было очень тяжело. Я обещаю, что помогу тебе. Можешь поплакать, если хочешь. Обещаю, что никому не расскажу. Теперь ты не один. Прости, я не хотел так на тебя давить. Ты прав, я действительно хочу быть таким, как все. Но меня беспокоит то, что обо мне говорят окружающие. Неудивительно. За все время, что я был в твоей школе, основные слухи ходили именно о тебе. Все считают тебя холодным гением с сногсшибательной внешностью. Для них ты идеал. Эти слова мне совершенно не важны. Мое внимание привлекают отрицательные слухи, которые вредят моей репутации и репутации моей семьи. В качестве примера можно привести сегодняшнюю ситуацию, в которой компания девушек обсуждала наше объятие рядом с учебным заведением. Прости, я не думал, что до этого дойдет. Кто был основателем самого крупнейшего коммерческого неакционерного предприятия во Франции в 2011 году? Что? Я готов дать начальную информацию, которая в будущем поможет тебе после того, как компания твоего отчима перейдет в твои руки. Пожалуйста, не называй его так. Это слово ассоциируется у меня с плохим человеком. А Рэй совершенно не такой. Мне обращаться к нему как к твоему отцу? Я готов дать начальную информацию, которая в будущем поможет тебе после того, как компания господина Рэя перейдет в твои руки. Взамен я хочу, чтобы ты стал моим другом и помог найти решение моей проблемы. Я бы в любом случае помог тебе. Ведь мы уже друзья. А теперь нам пора возвращаться, если мы хотим успеть вовремя. А вот и братец. И его темноволосая бессонница. Принц, твой брат? Прости, котенок, но у меня появились важные дела. Я потом тебе позвоню. Но ты же не знаешь моего номера. Обязательно возьму при следующей встрече. Иди уже. Не похоже, что ты собираешься встречаться с ней во второй раз. Да, так и есть. Тогда зачем ты это сделал?
Но мне же нужно было как-то себя развлечь. А теперь, пока ты не стал читать мне лекцию о том, что это плохо и так делать нельзя, я сообщу вам, что уже через 3 минуты мы должны быть в пути, так что прощайтесь быстрее. Еще увидимся. Конечно, до скорой встречи. Еще обязательно встретимся. Держи. Что это? Бумага, которую ты отдашь на подпись матери. Чтобы не было лишних вопросов. Продумано. Но мой вопрос с отцом все еще открыт. Чё ты такая тряпка? Я же сказал, что все будет нормально. Без второй руки ты точно не останешься. Вау, отец, потрясающе выглядит. Еще понятно. дольше тебя сегодня задержать не могли? Мы едем на деловой ужин. Чтобы через 15 минут они оба были готовы. Будет сделано, господин. Добро пожаловать. Как провел время? Очень хорошо. Это радует. Еда на столе, сходи разогрей. И еще мы с твоей мамой собираемся посмотреть фильм. Составишь нам компанию? Спасибо, но я откажусь. Ну, как знаешь. Если что, приходи. Рэй, что такое прелесть? Что делать, если тебе важно негативное мнение общества о тебе? Что случилось? Как так получилось? Тебя стали обижать? Кто? Тебя били? Что? Нет, со мной это никак не связано. Просто хочу помочь другому с этой проблемой, но не знаю как. Твоему другу стоит обратиться к психологу. А если нет такой возможности? Тогда стоит разобраться, из-за чего появилась эта проблема, а потом что-то думать и решать. Точно уверен, что не нужна моя помощь? Да, пожалуйста, не беспокойся и спасибо за совет. Я слышала, Шу пришел. Как он там? Как погулял? Мэри, у Шу когда-нибудь были проблемы с одноклассниками? Его не обижали в школе? Почему ты спрашиваешь? Ну и убожество. Сын сучий, твоя кровь попала на мой ботинок, вылизывай. Завались. В общем, приятель, если еще раз выкинешь подобный бред, я сломаю тебе ногу. Скот позорный. Выходи. Я знаю, что ты здесь. Ты убиваешь меня этим взглядом. Ну же, порадуй меня своей улыбкой. Ты же знаешь, как я ее люблю. Злости на тебя не хватает. Симпатичное пальто. Зачем ты так? Что? О чем ты? Я просто сделал комплимент твоему внешнему виду. Ты же знаешь, что мне это не нравится. На улице холодает, а ты в одной кофте ходишь. Заболеешь ведь. Что медсестра сказала? Обработала и сказала, что могу идти домой. Ну так иди, что стоишь? Шу. Да? Можно сегодня у тебя переночевать? Да, конечно, еще спрашиваешь. Удивлен, что Рэй все еще пускает меня в дом и делится своей одеждой. Повезло твоей матери с новым мужем. Рэй просто потрясающий добрый человек, хоть и выглядит грозным. Михаэль. Да? С этим нужно что-то делать.
Так продолжаться больше не... Шор, хватит. Хватит? Если тебе на это все равно, это не значит, что и мне тоже. Ты думаешь, мне легко смотреть, как над моим другом издеваются? Думаешь, мне приятно, но сделать ты все равно ничего не можешь. Не плачь. Прости, что приходится наблюдать за этой картиной. И спасибо, что не вмешался сегодня. Остался всего год до выпускного, и тебе больше не придется на это смотреть. Просто потерпи, хорошо? Ты единственное, что радует меня в этой жизни. Ты единственный, из-за кого я продолжаю жить дальше. Только ты не позволяешь мне опустить руки. Обещаю, я постараюсь справиться со своими проблемами сам. Только прошу. Будь рядом. Это единственное, чего я хочу. Хорошо, я тебя понял. Как там твой друг? Пойдете гулять на этих выходных? А, ты про Кассиэля? Нет, на выходных он занят. Мы можем видеться только по будням после школы. Это его единственные свободные часы. Хочешь, я вас познакомлю? Нет, спасибо. Ненавижу богатых выпендрежников. Кассиэль далеко не такой. Ты знаешь его меньше месяца. А ты его вообще не знаешь. Он очень умный и добрый. Хоть и не показывает своих эмоций. Но на это есть причины. Он не виноват в этом. А еще он красивый и... ранимый. Ранимый? Серьезно? Михаэль, тебе важно то, что говорят о тебе люди вокруг? Мнение общества обо мне? Даже не знаю. Думаю, нет. Обо мне не так часто говорят, или, возможно, я просто не замечаю этого. Вот как. Ясно. Почему спрашиваешь? Просто интересно. От тебя я такого не ожидала. Ты перестал слушать меня на уроках. Перестал понимать темы и стараться. Я разочарована. Прошу прощения за то, что не воспринимаю ваши уроки всерьез. Обещаю, что постараюсь соответствовать вашим ожиданиям. Я сообщу о твоей успеваемости твоему отцу. Олесио, что тебе, неудачник? Мне нужно с тобой поговорить. По поводу? Ты знаешь, о ком пойдет речь? Кассиэль, ты что себе позволяешь? В твое воспитание и образование было вложено столько денег, сколько ты за всю жизнь не заработаешь. Видимо, я тебя действительно давно не порол. Муссон пишется с 2 «с». Привет, рад снова тебя видеть. Почему вчера мне не ответил? Прошу прощения, возникли некоторые проблемы. Что с лицом? Он встречает его со школы почти каждый день. Может, он на самом деле его слуга, а не друг? Но тогда почему он не уезжает вместе с ним? И к чему тогда все эти разговоры и прикосновения? И одежда каждый раз разная, причем довольно дорогая. Эй, прекратите! Своими сплетнями вы вредите репутации Кассиэля. Пожалуйста, найдите другой способ привлечь его внимание. Что там происходит? Он поднял голос на Эмилия. Эмилия хочет привлечь внимание Что-то принца. намечается. Пойдемте посмотрим. Прошу простить грубость моего друга. Он имел в виду, что ваши разговоры обо мне плохо сказываются на моей репутации и просит вас прекратить это.
Оу, я не знала об этом. Я просто делюсь своим мнением со своими подругами. Извини, пожалуйста, я не думала, что это до тебя дойдет, а уж тем более заденет. Рад, что вы меня поняли. Большое спасибо. Пожалуйста, подними голову, это ведь моя вина. Если вдруг вновь появятся проблемы, сообщи сразу мне. Приму к сведению. Кассиэль, подожди. Мой отец хочет устроить что-то вроде вечеринки и хочет видеть твою семью в качестве главных гостей. Я сообщу об этом своему отцу. Пойдем, Шиору. Кас, прошу, помедленнее. Я не успеваю за тобой. Пожалуйста, обращайся ко мне полным именем. Обращение Кас мне не нравится. Прости, буду знать. О. Так, вы были знакомы? Девушка, которой ты нравишься, распускала о тебе слухи. О чем она думала вообще? Почему ты решил, что я ей нравлюсь? Так у нее на лице все было написано. Да и тем более тебя там полшколы любит. Гарем целый. И все же вы знакомы. Почему не говорил? Мы не знакомы, просто виделись несколько раз вне школы. Ее отец предлагал моему отцу помолвить нас после 18-летия для общей выгоды. Она твоя будущая невеста? Нет. Он отказался, аргументировав это тем, что я должен уделять все внимание компании, поэтому семья для меня всегда будет на втором месте, и ему бы не хотелось видеть, как молодость прекрасного ангела угасает в холодной двуспальной постели с надеждой, что хотя бы сегодня ее муж вернется домой. Серьезно? Это только одна из причин. Исключительно между нами я благодарен ему за отказ. Эмилия недостаточно умна для своего статуса. От нее могут быть проблемы. Мне приятно, что ты делишься со мной такими подробностями. Я ценю это. В каком-то роде я доверяю тебе, пожалуйста, не дай мне разочароваться в моем решении. Раз зашел разговор о любви, какой ты ориентации? Что? Какой ты ориентации, спрашиваю? Я не понял вопроса. Ты не знаешь, что значит ориентация? Какой пол тебе нравится? Женский, конечно же. Но я не заинтересован в отношениях. Что за странный вопрос? Кассиэль, ты знал, что можно любить независимо от пола? Что? О боже мой. Для большинства современного поколения это стало нормой, но почему меня это так смущает? Я как будто отвечаю ребенку на вопрос, откуда берутся дети. Я знаю, откуда берутся дети, если ты об этом. Прости, у нас не так много времени, и мне кажется, я не смогу тебе в лицо рассказать все как есть. Давай ты придешь домой и загуглишь, что значит ориентация, и какие ориентации есть. Если останутся или возникнут какие-то вопросы, просто напиши мне. Уж с сообщением я точно смогу тебе все нормально объяснить. Хорошо. Возьми. Что это? Книга, по которой я изучал структуру рынка и основу финансовой пирамиды. Она даст тебе примерное очертание того, через что тебе придется пройти. Ого! Спасибо большое! Когда мне нужно будет ее вернуть? Когда посчитаешь нужным. Ладно. Сходим в другой парк неподалеку. Там есть ларек с очень вкусными яблоками в карамели, и я бы хотел тебя угостить. Только если мы успеем вернуться назад вовремя.
Наконец-то, что так долго? Привет, давно не виделись. И тебе не хворать. Иди садись в машину, и так уже опаздываем. Удачного дня. И тебе удачи, пока. Что-то не так? В чем твоя проблема? Тогда в коридоре я... Сильно? Что? Сильно получил? Как рука? Не подумай, что я волнуюсь за тебя. Мне просто интересно, на что все еще способен этот дед. Достаточно. Не думал завязать с похождениями? Он ведь узнать может. Нет. Я настроен серьезно и намерен держаться до последнего, чем бы это все ни закончилось. Почему? Я начинаю чувствовать себя по-другому, находясь рядом с ним. Я не знаю, как описать эти чувства, но мне кажется, как будто с ним спокойнее и... Не продолжай, надоело. О чем поговорить тогда хотел? Именно об этом и хотел. О чувствах? Ты-то? Насмешил, конечно, ничтожество. У меня прям настроение поднялось. Спокойнее с ним говоришь. Есть какой-то конкретный вопрос или просто порассуждать хочешь? Ранее я не испытывал чего-то подобного. Что это? В этом и проявляется дружба? Я что, знаю, что ли? Дружба — это когда у вас есть общие интересы, понимание, доверие и всякая подобная ерунда. Я доверяю ему. Ну, молодец. Уверен, он тебе тоже. Два малолетних идиота. Что значит ориентация? Что? Сегодня Шиор спросил, какой я ориентации. Я не понял, о чем он. О боже. Ну, это тип, кто тебе нравится. Девочки, мальчики там. Думаю, мне нравится в любовном плане. Что? В шоке, да? Ну вот, допустим, наш батя и наша мать гетеро, им нравится противоположный пол. Себя я отношу к би, мне нравятся и девушки, и парни. Тебе кто нравится? Я не могу дать точного ответа. Наверное, никто. Значит, ты асексуал или просто еще не разобрался? Уже спишь? Пока еще нет. Привет. Как ты? Хорошо. Какой ты ориентации? Ты узнал, что это значит? Да, я разобрался. Я би. Хорошо. Почему мне кажется, словно это написано с каким-то раздражением? Или... отвращением? Шу, давай поговорим. Да, конечно. О чем? Пожалуйста, пойми нас правильно. Мы твои родители, и мы волнуемся за тебя. Скажи честно, тебя обижают в школе? А, так ты об этом. Нет, меня не обижают. Шу. Мам, клянусь, это правда. Хотя... мне нужен совет. Михаэля уже очень давно обижает компания ребят из параллели из-за его семьи.
Я знаю о семейном положении Михаэля, но не думала. Я не знаю, расскажите. У Михаэля родители очень сильно пьют. Я разговаривала с его мамой пару раз. Не самый приятный человек. А отца вообще никогда не видела. А по нему и не скажешь, что он из неблагополучной семьи. Прости, если тебе неприятно слышать это, Шу. Я не критикую и не осуждаю твоих друзей. Ты вправе общаться с кем хочешь, но старайся не связываться с плохими компаниями. Я знаю, все хорошо, не волнуйся. В общем, я очень беспокоюсь о нем. У него и так жизнь не сахар, так еще и они. Я вмешивался в их драки пару раз, но был целиком и полностью проигнорирован, а потом ему доставалось еще больше. Мне очень больно смотреть, как над ним издеваются. Я хочу помочь ему, а он не дает, говоря, что справится сам. Я не знаю, что мне делать. Ох, солнышко! Непростая ситуация. Его родители в курсе происходящего? Наверное, но скорее всего им все равно. Если мы пойдем к директору, нас вряд ли послушают, ведь мы не его родители. Можно попробовать пойти на контакт с родителями или с самим Михаэлем. Вряд ли, им все равно, а Михаэль слишком упрямый баран, он не примет помощи. Вот что. Пригласи его завтра к нам на чай. Я поговорю с ним по-мужски с глазу на глаз. А потом мы решим, что делать дальше. Только пообещай, что если даже после этого он будет настаивать, что справится сам, ты не будешь ему мешать. Как его друг, уважай его решение. Угу. Спасибо большое, Рэй. Пожалуйста, прелесть. Помни, что ты всегда можешь положиться на маму или на меня. Мы всегда рядом и всегда готовы помочь тебе. О, доброе утро. Все в порядке? Да, просто соскучился. Вчера я рассказывал Кассиэлю о своей ориентации. Ничего себе. Как он так быстро успел завоевать столько твоего доверия, что ты рассказываешь ему такие секреты? Тогда мне казалось, что он не из тех, кто будет зацикливать внимание на этом. Как оказалось, он вообще не знал, что такое возможно. Когда он спросил, я не стал долго думать, ответил сразу как есть. На что он, помолчав, ответил «хорошо». Ну вот, он же написал, что хорошо. Чего ты так волнуешься? Мне показалось, что это сообщение было написано с отвращением. Я испугался. Спрашивал его об этом? Нет, после этого мы не переписывались. Только перед сном я пожелал ему спокойной ночи. Вы ведь сегодня, как обычно, встретитесь. Спроси его об этом в лицо. Я боюсь, что это действительно окажется так. Шу, что с тобой? Разве не ты надавил на него спустя пару дней общения? Это другое. Тогда он мог закончить общение, в котором нуждался. Если судить по твоим словам, сейчас он может сделать то же самое. Не думаю, что кто-то стал бы общаться с человеком, который ему противен, не получая от общения выгоды. А еще тогда я не был к нему привязан, как сейчас, и не давал обещаний. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Разве нет? Пожалуй, ты прав. По таким вопросам я точно не уверен, поступаю ли я правильно, поэтому не могу не обратиться к тебе за советом. Прости. Если ты сегодня не занят, придешь в гости? Хочу провести больше времени с тобой. Нет, кажусь. Вот папка.
Все копии и список внутри. Благодарю. Всегда пожалуйста. Вильям, какой ты ориентации? А? Чего? Прости, я очень сильно растерялся. Обычно ты никогда со мной не разговариваешь, если дело не касается студсовета. А тут еще и по имени обратился. Я не ожидал этого. Какой я ориентацией интересуешься? Не понимаю, зачем тебе эта информация. Но я гетеро. А ты? Как относишься к людям с другой ориентацией? Ну, нейтрально. Как ты уже понял, сам таковым не являюсь, но у меня есть пару знакомых. Замечательные люди. Прости, просто любопытно, для чего ты интересуешься? Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор. Но мне очень срочно. Староста, не могли бы вы помочь? А, да, конечно. Подожди сек... Извините. Все в порядке. Чем могу помочь? Ц. Если причиной твоей злости стало мое опоздание, то приношу свои искренние извинения, я могу объясниться. Добрый день. Привет, все нормально. Пойдем быстрее. Кассель. Что? Вчера? Как ты относишься к тому, что я такой? Какой? Ну, то, что мне могут нравиться парни. Никак. Спасибо, что сам начал эту тему. Олесио сказал, что он тоже относит себя к би, и что ему тоже нравятся и девушки, и парни. Фух. Прям камень с души упал. Прости, продолжай, пожалуйста. Зачастую мне приходится наблюдать, как он флиртует с девушками разного возраста и социального положения. Но я никогда не видел, чтобы он делал то же самое с парнями. Это разница с его словами. Я догадываюсь, чем это может быть связано. Но мне бы хотелось убедиться в этом от человека, который разбирается в этом лучше меня. Ты сейчас про меня, что ли? Ну, знаешь... Как я уже и говорил ранее, большинство современного общества стало относиться к этому лучше. Но даже так все еще есть люди, которые считают это неправильным и отвратительным. Скорее всего, именно поэтому Олеся не флиртует в открытую с парнями, чтобы не навредить репутации вашей семьи. Значит, я прав. Почему так происходит? Ну и вопросы ты задаешь. Как бы сказать... Я не спец, да и это все довольно сложно. Но суть в том, что общество не привыкло видеть то, что ему чуждо. Как ни крути, обязательно найдутся те, кому ты не будешь нравиться. Те, что будут ненавидеть или осуждать тебя. Это нормально. Я считаю, что даже под грузом осуждения не стоит отворачиваться от себя и своих чувств. И просто потому, что кто-то сказал, что это плохо. Кто-то просто не может принять, что такое возможно, и всячески пытается залезть в чужую жизнь, так сказать.
Если честно, я сам боюсь разговаривать на эту тему. Меня очень испугал твой долгий ответ вчера. Мне стало страшно, что теперь ты меня возненавидел. До этого ты сказал, что даже под грузом осуждения человек не должен отворачиваться от своих чувств. Да, я правда так думаю. Просто меня испугало, что из-за этого мы можем прекратить общение. А ты все же мой друг. Осуждение от тебя меня бы ранило. Но от себя я бы не отвернулся. Вот как? Прости, я не умею грамотно объяснять. Раз ты разобрался, то к какому выводу пришел насчет себя? Я еще не думал над этим. Ты сомневаешься в том, что тебе нравятся девушки? Сомневаюсь в том, что мне вообще кто-то нравится. Этот вариант более вероятен. Не торопись. Решения к таким вопросам люди могут искать всю жизнь. И это тоже нормально. Там свободная скамейка, пойдем сядем. Кассиэль, вставай. Мы можем опоздать. Отдохнул? Что произошло? Я стал рассказывать тебе про фильм, который смотрел. Ты уснула, твоя голова упала ко мне на плечо. Я не стал тебя будить, подумав, что ты очень устал. Я замечал твои синяки под глазами. Ты хорошо спишь? У меня нет проблем со сном. А с его количеством? После начала нашего почти регулярного общения, чтобы успевать по учебе, мне пришлось сократить его на 2. А именно, с 7 на 5. 5 часов? Ладно, 7 еще считается нормой. Но 5? Может, нам стоит начать встречаться реже? Нет. Меня все устраивает. Кассиэль, не беспокойся об этом. Мне это не мешает. Я могу позволить себе поспать немного больше положенного в выходные дни. Все в порядке. Прости меня. Не понимаю, в чем смысл твоих извинений, но если тебе от них станет легче, то прощаю. На улице начинает холодать, вечером дождь обещают, а ты в кофте ходишь. Заболеешь ведь. 28 числа мужская форма сменится на осеннюю, более теплую. Женская уже сменилась. У вас даже форма на каждое время года. Летняя тоже есть? Летней нет. А сейчас на тебе какая? Весенняя. Дашь примерить? Я пошутил. Не снимай. И пальто тоже. Вернешь, когда к школе подойдем. Я уже начал думать, что ты не придешь. Раздевайся, проходи. Здравствуй, Михаэль. Здравствуйте. Шу, сходи, поставь чайник. Хорошо, сейчас. Михаэль, зайди ко мне в кабинет. Проходи, присаживайся. Дверь закрой. Расслабься, я ничего с тобой не сделаю. Мы просто поговорим. Сложно расслабиться в такой атмосфере. Прости, я не хотел тебя напугать.
Давай будем честны друг с другом, хорошо? Хорошо. Михаэль, я серьезно. Обещай, что будешь честен. Хорошо, обещаю. Тебя ведь бьют в школе, почему ты не даешь отпор? Ха-ха. Не могу. Не можешь или не умеешь? Не могу. Почему? Неважно. Послушай, я тебе не враг. Я хочу помочь тебе. Мне не нужна помощь. А ты и правда упрямый. Почему я раньше не замечал? Шу вчера весь вечер плакал. Догадываешься, почему? Михаэль, ты можешь мне доверять? Даю слово, все, что ты сейчас скажешь, останется только между нами. Когда вы женились на его матери, все изменилось. Брендовая одежда, дорогие вещи. Дорогая машина с личным водителем, на которую он иногда приезжает в школу. Естественно, что и отношение других к нему изменилось. Вот только он сам не изменился. Несмотря на все это, он остался тем же. Через несколько дней после начала я случайно застал неприятный диалог. Слышите, что? У типа из параллели до хрена богатый отчим появился. Ну и? Я тут прикинул. Может, пускай он наконец-то за шмот пояснит, если личико дорого, того гляди и в круглый ежедневный наплыв выйдем. В шестерке к ним подался. Скажете тоже. Груша для битья, не более. Ты сам вызвался на место жертвы вместо Шу, а чтобы он об этом не узнал, сказал, что причиной является твоя семья. Я правильно тебя понял? Правильно. Деньги они с меня не трясут, просто бьют ради собственной забавы. Не имеет значения, что они будут делать со мной. Главное, чтобы не трогали его. Шу самый лучший человек, который есть в моей жизни. И я очень дорожу им. Только он остался рядом со мной. Только он подал мне руку, когда я кричала о помощи. Я готов на все ради него. Абсолютно на все. Воды принести? Не нужно. Любишь его? Люблю. Больше, чем друга? Только как лучшего друга. Я не из этих, если вы про это. Вот как. Спасибо, что доверился мне и рассказал все как есть. Ты молодец. Твой поступок достоин уважения, но при этом он очень глуп. Я знаю. Если завтра это повторится, не бойся и расскажи об этом учителю или заучу. Жестокость не может оставаться безнаказанной. Ладно. Завтра снова жду тебя у нас в гостях. Расскажешь, как все прошло? А что по поводу вас? Я был честен с вами. Теперь вы будьте честны со мной.
Почему вы женились на матери Шу? Почему не нашли себе женщину побогаче, красивее, моложе? Зачем мараете свой статус бедной вдовой, так еще и с прицепом? Какая наглость. Следи за языком. Думали, я позволю вам просто так расколупывать мои раны? Зачем вам все это? Я понимаю твое пренебрежение ко мне. Знаешь, а ведь мы похожи. И чем же? Я тоже рос с пьющими родителями. Не знаю, как над тобой, но даже дома надо мной издевались. Начиная от непристойных вещей, заканчивая обычным насилием. А потом в свои 16 я оказался в детском доме. Я очень люблю эту женщину. Влюбился в нее с первого взгляда, как ребенок. Захотел прожить с ней до конца своих дней. Решил, что обязательно сделаю ее счастливой. Я знала о существовании Шу с первого дня нашей встречи с Мэри. Это только он не знал обо мне по инициативе как раз самой Мэри. А ведь я всегда хотел стать родителем. Хотел стать отцом. Простите, но... Почему вы не сделали или не сделаете еще одного ребенка уже своего? Разве растить ребенка от чужого мужчины это... Я бесплоден. У меня не может быть своих детей. Я очень благодарен его настоящему отцу за этого чудесного ребенка. А еще больше я благодарен самому Шу за то, что он принимает меня хотя бы как нового мужа своей матери. Я так же, как и ты, готов сделать все, чтобы он был счастлив. Я не позволю ему пережить то, что приходилось переживать мне. Поэтому, возможно, я правда иногда его очень сильно балую. Пойдем, там, наверное, чай уже готов. Ай! За что? За то, что сдал меня. Я же говорил, что справлюсь. Теперь еще и его в это вплел. Делать ему больше нечего, кроме как драки школьников разнимать. А по-другому ты меня не слышишь. Шу, почему ты сопротивляешься? Я же как лучше хочу. Я тоже этого хочу. Поговорили? Как, Михаэль? Поговорили. Вполне неплохо. Я ожидал худшего исхода. Что он рассказал? Это секрет. Но могу сказать, что я уверен, что где-то он определенно умолчал или даже солгал мне. Ха, неважно, любимая. Я с этим разберусь, не беспокойся. У тебя полно работы. Тебе не стоит заниматься такой мелочью. Переживание сына для тебя мелочь? Что ты такое говоришь? Конечно же нет. Я имела в виду... Давай я с этим разберусь, если его родители не спешат разрешать конфликт. Если ты не против, я бы хотел помочь им один. Так, на деле я хочу показать Шу, что даже не являясь для него родным человеком, он может на меня положиться. О, но он и так хорошо к тебе относится, куда лучше. Мне кажется, я недостаточно хорошо о нем забочусь. Разве? Такое ощущение, словно я даю ему очень мало того, чего мог бы дать. Я хочу, чтобы он был счастлив. Хочу возместить ему эмоции, которые он потерял, когда нуждался в них. Мне кажется, я плохо справляюсь с ролью отца. Что ты несешь, Рэй?
Мэри, я тебя никогда об этом не спрашивал. Я прекрасно понимаю, что тебе может быть неприятно и больно, но не могла бы ты рассказать, из-за чего умер твой бывший муж? Все нормально. Это было уже очень давно, да и я уже обрела счастье с другим мужчиной. Поэтому меня не задевает эта тема. Он покончил с собой. Повесился прямо в нашей спальне. Единственное, о чем я жалею, что Шу заметил это быстрее, чем я. Но он маленький был, надеюсь, уже ничего не помнит. Шу видел труп своего отца? Почему он это сделал? Не выдержал ответственности. Считал, что не справляется со взрослой жизнью. Поэтому решил оставить жену с маленьким ребенком на руках? Прости. Это уже не важно, главное, что сейчас все хорошо. Извините, не могли бы вы освободить комнату? Алессио попросил меня прибраться в его комнате к его возвращению. Где он? Он сказал, что собирается отлично провести время. Я не знаю подробностей. Когда вернется? Простите, но я не в курсе. Когда он вернется, сообщи мне. Как скажете. Я же предлагал надеть мою кофту. Весь мятый. Да кому какая разница? Эй, приятель, отойдем на пару слов. Малой, отпусти. Вернем мы тебе твоего кента. Все нормально. Наконец-то домой. Устал? Очень. Эй, шпана! Пойдемте отойдем на пару слов. Оба. Так что остается только надеяться. Надейся. Только это у тебя и получается нормально. А вот и акция 1+1. Ты что устроил, животное? Нафига на нас заучу настучал? Мы ведь так не договаривались. За базар отвечать нужно. В смысле не договаривались? Ты не возникай, пока говорят. Не трогай его. Отпусти его. Я все объясню. Твои объяснения здесь уже не важны. Отпусти его. Хочу напомнить, что это уже не первая твоя выходка. Мы сделали первое замечание. Второе. Ты не унимался. Забудь обо всем, о чем мы договаривались. Нет, стой, подожди, вышло недоразумение, такого больше не повторится, обещаю, прошу, дай мне последний шанс. Встанешь на колени и погавкаешь, как пес. У-у-у. Встану. Видал, на что ради тебя готов? Отведите его за угол на улицу. Я скоро к вам подойду. Только аккуратно. Давайте без лишнего шума, нам не нужны еще проблемы. В общем, ты ведь парень не глупый. При деньгах. Вот только лицо у тебя смазливое.
Вымораживает. Давай по делу. Ты платишь, а мы тебя не трогаем. С тебя ведь не убудет. Все в плюсе. А вы, беловолосые, все такие эмоциональные, или мне просто везет? Ты под чем-то? Что за бред? Зачем ты издевался над бедным человеком, если сам сейчас мне угрожаешь и вымогаешь у меня деньги? Что? Идиота из себя не строй! Я про Михаэля. Он не виноват, что родился в такой семье. При чем тут его семья? Ну, разве... Неужели твой парень тебе ничего не рассказал? Родной, на протяжении того и этого года мы планировали издеваться над тобой. Точнее, вообще ничего не планировали. Твой отчим же, по слухам, вроде как какая-то важная шишка. А мы же не настолько идиоты. Твой шакал подслушал наш разговор и предложил идею получше. По факту мы просто сказали, а он поверил. Из-за своей же тупости сейчас добровольно и огребает. Тогда почему сейчас? Ну, нужно же как-то возвращать пса обратно. Надавив на тебя, этот сам прибежит обратно. Да и в 2, а то и 3 раза послушнее станет. Интересно, куда это все заведет? Вот как. Слушай, это ведь ты год назад подставил своих товарищей. Избили толпой одноклассника. Их исключили, а ты чистым из воды вышел, хотя был главным участником. Интересно, как же так получилось? Ты по краю ходишь, парень. Меня дико раздражают такие выродки, как ты. Смотреть противно. Закопал бы каждого. Правда? А может, ты и сам такое, просто боишься это признать? Да, я в курсе. Что с участками? Рэй. Шу, я занят. Подойди чуть позже, пожалуйста. Рэй. Рэй! Шу, не заставляй меня повышать на тебя голос. Я перезвоню. Где Михаэль? В гостиной. Ладно, Шу, но ты-то... Сдачи, что ли, дать не смог? Эй, ты сделал то, о чем я тебе говорил? О чем ты ему говорил? Неважно. Вы сейчас серьезно? Первый нагло врал мне, хотя я миллион раз просил его все нормально, прямо рассказать. А второй на мою просьбу о помощи втихую договорился о чем-то с первым. Шу, пожалуйста, успокойся. Успокойся? Ты вообще в курсе, из-за чего это пошло? Этот, оказывается, захотел в героя поиграть и защитить меня от того, чего вообще не было. Да как ты не понимаешь? Эти твари хотели сделать из тебя личный кошелек. Они могли постоянно поднимать на тебя руку, как сегодня. Я не простил бы себя, если бы допустил такое. Да ничего они не хотели. Это ты просто лезешь куда не надо. Узнал бы об этом раньше, сам бы с удовольствием тебе что-нибудь сломал. Хватит. А ты вообще... Шор, прекрати. Значит так. Собирайтесь, поедем в больницу, а потом в школу. Разбираться будем. Я сегодня не приду, прости. Почему? Я все расскажу при следующей встрече. Извини, пожалуйста. Хорошо.
Береги себя. И ты. Все в порядке? Да. Белый принц и председатель очень мило выглядят вместе. Из них бы получилась отличная пара. Что ты несешь? Прекрати немедленно. Это полный бред, Белый принц не нуждается в отношениях. А уж тем более с парнем. Никогда и нигде больше об этом не говори. Вау, штукатурка после того, как ее отшили, стала следить за словами и думать головой. Бедняжка. Завидуешь? Ты даже его взгляда недостойна. Вали, пока есть на чем. Чему завидовать-то? Девочки, не ругайтесь. Если так подумать... Думаю, если бы президент студсовета предложил мне встречаться с ним, я бы, несмотря ни на что, согласился. Как и любая из вас, правда ведь? Неправда. Хм. Ну да, такого ведь даже в твоих снах не произойдет. Эмилия, остынь. У нас приличное учебное заведение, и мы не поддерживаем травлю, а ты давай ее не провоцируй. Олесио не появляется? Простите, но нет. Со вчерашнего дня о нем ничего не слышно. Ясно. Привет. Прости, я задержался. Телефон... Это... Я все объясню. Что? Ладно, пойдем. И так много времени потеряли, а мне тебе еще столько рассказать нужно. Давай обнимемся. Что? Прям тут? На нас же смотрят. Да, точно. Пойдем. У меня есть друг. Начиная с прошлого года, над ним стала издеваться компания ребят. Я очень беспокоился за него. Расспрашивал его, хотел помочь, пытался как-то этому помешать. Жаловался учителям. Пытался разговаривать с этими ребятами, но они меня игнорировали. В конечном итоге я сдался, ведь друг не хотел принимать мою помощь и что-то с этим делать. Он говорил, что они делают это из-за его родителей. Но на самом деле оказалось, что это не так, и причины вообще не было. Получилось так, что когда-то давно эти ребята обсуждали меня. Мой друг услышал это и решил меня защитить. Вот только дальше слов эти ребята заходить не планировали. Я очень злюсь на него из-за этого. Ведь если бы он поговорил со мной об этом еще в самом начале, этого можно было бы избежать. Вы больше не общаетесь? Я на него обиделся и больше с ним не разговариваю. Понятно. А увечья на твоем теле откуда? Кассиэль. Что? Недавно я попросил Рэя поговорить с этим другом. Как я понял, он сказал ему пожаловаться на них заучу. Он пожаловался. Их наругали, и они решили запугать меня, чтобы друг опять встал на мою защиту и больше на них не жаловался. Это они сделали? Ну, типа того. На самом деле, то, что они меня избили, сыграло мне на руку. Я пожаловался на них Рэю. Рэй директору. 2 исключили. А 3-му из-за того, что директор был хорошим знакомым его матери, написали плохую характеристику. Поверить не могу, что это наконец-то закончилось.
Прости, что заставил тебя беспокоиться. Все в порядке. Объятия очень успокаивают в сложной ситуации. Утешишь меня в своих? Знала бы ты, как мне было страшно в тот момент. От тебя, кстати, очень приятно пахнет. Войдите. Извини за беспокойство. Мне нужно с тобой поговорить. Ой, котенок, давай. О чем говорить будем? Олесио не появлялся дома 3-й день. Мне нужно как можно скорее обсудить с ним детали из моего школьного клуба. Ты знаешь что-нибудь о нем? Прости, ягодка, но я не в курсе. Если тебе это очень срочно надо, можешь поговорить об этом с главным руководителем. С кем? Блин. Тем, кто за это отвечает. Студсовет? Да. Вот, обсуди это с президентом студсовета. Я и есть президент студсовета. Ух ты! Правда? Не знала, что можно стать президентом, учась в 7 классе. Я в 10-м. О, ты уже такой взрослый. Наверное, и за девочкой уже ухаживаешь. Мне нужно идти. Спасибо за ответ. Обращайся, зайка. Попроси горничных, ответственных за подготовку ванны, что впредь я хочу пользоваться исключительно теми средствами для ухода, которыми пользовался вчера. Хорошо, малыш, как скажешь. Не мешаю, могу войти? Все еще сердишься? Шу, я понимаю, что виноват перед тобой. Но, пожалуйста, я не прошу тебя прощать меня. Просто выслушай. Ты можешь злиться на меня, но, пожалуйста, не злись на Михаэля. Он желал тебе только лучшего. Он не знал о их настоящих планах. Он хотел, чтобы ты был в безопасности. Также я понимаю, что ты, скорее всего, ожидал от меня другой помощи. Понимаю, что ты надеялся на меня. Прости, что не смог оправдать твоих ожиданий. Даже взрослые иногда делают ошибки. Я рад, что все хорошо закончилось. Отдыхай. Пап, тебе не кажется, что мы давно не гуляли всей семьей? Что? Ты сейчас ко мне обратился? Мне тоже показалось, что это глупая идея. Прости, я продолжу обращаться к тебе по имени. Нет, боже, Шу! Я так рад! У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлив. Спасибо. Для тебя это было так важно? Очень. Я думал, у нас с тобой исключительно дружеские отношения. Не знал, что ты все это время хотел заменить мне отца. Я не хотел заменять тебе отца. Это просто невозможно. Как ни крути, настоящих родителей заменить нельзя. Но я до безумия счастлив, что теперь ты принимаешь и ассоциируешь меня с родителем, а не с просто новым мужем своей матери. Для меня это было очень важно.
Это самое лучшее, что могло произойти со мной. Спасибо. Я очень рад, что мы смогли достичь таких отношений. Какой ответ? Кассель? Кассель! Выглядите неважно. Вам не здоровится? Нет, все в порядке. Нет уж, так не пойдет. По вам не скажешь, что с вами все в порядке. Вильям, проводи Кассель до медпункта. Продолжаем урок. Да что ж ее постоянно нет на месте? Нужно будет написать жалобу от лица студсовета. Почему ученик должен мучиться, пока она где-то ходит? Ты как, нормально себя чувствуешь? Все в порядке. Кас. Простите. Я имел в виду президент. Это так сложно, когда президент по совместительству еще и твой одноклассник, так еще и у вас непонятные отношения. Иногда я правда не понимаю, как мне нужно к тебе обращаться. Обращайся по сложившейся ситуации. Кассель, мы друзья? Нет. Спасибо за четкий ответ. Не вижу смысла продолжать сидеть тут, раз медсестры нет на рабочем месте. Стой! Нет, нам нужно подождать. Я в норме. Кассель, нет. Как староста класса и председатель студсовета я обязан помочь тебе. Видно же, что тебе плохо. Ты очень сильно изменился. Никогда бы не подумал, что увижу тебя таким. Эмилия все еще ждет ответа на ее приглашение. Отец против любого упоминания этой семьи в стенах дома. Получается, ты дал ей ложную надежду? Это нехорошо, знаешь ли. После того инцидента ее репутация сильно пошатнулась. Ты сломал ее образ недоступной красавицы холодным отношением, когда она хотела удержать тебя рядом. Это отвратительно. Ты осуждаешь меня? Нет, что ты. Кто я такой, чтобы осуждать тебя? В каком-то смысле ты идеал. Что-то такое совсем близкое, что можно коснуться рукой. Но при этом такое далекое и недосягаемое. А самое главное, для этого тебе даже не приходится ложиться под общество. Не приходится говорить то, что от тебя хотят услышать. Не нужно постоянно улыбаться и строить из себя того, кем не являешься. Ты прямолинейно говоришь то, что думаешь, и тебя все равно любят. Я привык, что, находясь рядом с тобой, я всегда буду вторым. Не говори обо мне того, чего не знаешь. Ты сказал, что ты гетеро, но при вчерашней дискуссии сказал, что если бы я предложил тебе встречаться, ты бы согласился. Почему? А ты мне встречаться предлагаешь? Нет. Я солгал, прости. Я не по мальчикам. Я сказал это для того, чтобы они не ругались. В каком-то смысле ты дал им ложную надежду. Считаешь свой поступок отвратительным? Это было сделано ради пользы. Я тоже сделал это ради пользы. Она распускала обо мне слухи. Это вредило моей репутации. Но я сделал это ради всех, а не только ради себя.
Это нужно не мне. Теперь я точно уверен, что больше не хочу ничего из этого. Что ты имеешь в виду? Мальчики, вы чего тут? Добрый день. Кассиэлю стало плохо. Не могли бы вы ему помочь? Можем поговорить? Стыдно стало. Извиниться решил? Да. Прости. Но я все равно считаю, что я прав. Михаэль, я думал, мы лучшие друзья. Я думал, что у нас с тобой полное взаимопонимание и доверие. Я обижаюсь на тебя не из-за того, что ты сделал, а за то, что не сказал. Мы могли решить эту проблему вместе. Но ты почему-то решил молчать. Ты мне не доверяешь? Доверяю, Шу. Ты самое дорогое, что у меня есть. Я очень дорожу тобой и боюсь тебя потерять. Именно поэтому я посчитал, что тебе не стоит знать об этом. Это не оправдание. Переночуешь сегодня у меня? Да, конечно. Кстати, не помню, говорил или нет, но тебе очень идет. Хотя ничего особо не изменилось. Да. Спасибо. Тебе тоже идет, а? Ой, спасибо. Это все Юна. Хорошая женщина. Кто это? Наша домработница. Иногда я искренне удивляюсь, как она одна все успевает. Одна? Ну, бывает, мама помогает. А так, да. Ясно. А у вас их несколько? Да. Сколько? Эта информация не играет никакой роли для моей жизни, поэтому я ей не владею и затрудняюсь ответить. За это отвечает Дворецкий. Дворецкий? У вас их настолько много? Дом большой. Было бы странно, если бы она была одна. К вашей семье это не относится. Для нас важен престиж. Я знаю. Приношу свои извинения, мои слова прозвучали грубо. Нет. Все нормально. Ты прав. Рэю действительно не нравится выставлять богатство на показ. Настолько много? Глупо задавать такой вопрос, когда я уже ответил, что не знаю. Ну, примерно. Они работают в 2 смены. В 2 смены? В каком смысле? За месяц работают 2 смены. Одна в первую половину месяца, вторая во вторую. Когда работают, они не покидают особняк. Ого, даже не знаю, что ответить. А как же там еда, сон? Все включено? На отдых и сон у них есть отдельные комнаты. Как все серьезно. У нас работает только 5 дней в неделю. Вообще у нее тоже есть своя комната. Когда нужно что-то подготовить к утру, она остается у нас. А так, в основное время по утрам все делает мама. Твоя мать занимается бытом? А твоя нет? Нет. Ну, для вас это нормально. Наверное. Ты чего в темноте сидишь? Зрение добить решил? Рад тебя видеть. А вот я тебя нет. Ты самый последний человек, которого я бы хотел бы видеть сейчас. Выйди из моей комнаты. Прости, мне нужно срочно обсудить с тобой.
Я сказал, выйди. Почему вы все такие пустоголовые? Такое ощущение, словно меня окружают одни идиоты. Какое он имеет право говорить мне, что я должен чувствовать? Почему все считают, что абсолютно любую проблему можно решить деньгами? Отец животное и мать шкура, которая от чувства стыда теряет при мысли о деньгах. Ну еще и второй малолетний выблядок. Ты оскорбляешь родную мать. Мать? Она обычная потаскуха, которая дважды два посчитать не может. Отвечая, как только она станет постарше и на ее лице начнут появляться морщины. Наш батя тут же найдет себе новую, молодую, еще и более тупую любовницу, на которой потом женится. И мы опять будем играть в дофига умную, богатую, счастливую семью на очередном идиотском ужине. Ты серьезно думаешь, что между ними есть хоть какая-то любовь? Отцу просто нужен был симпатичный наследник. А потом молодая плоть в постели. Как же я вас всех ненавижу. Как же я устал от всего этого. Почему все это происходит именно со мной? В чем я виноват? Уходи. Ты чего, все еще домашку делаешь? Нет. Стараюсь отвлечься. Ты опять уходишь? Видимо, уже нет. Что хотел-то? Я совершенно не понимаю, что со мной. Все мои мысли только о Шиоре. Из-за них я не могу спать и сосредоточиться на учебе. Я всегда стал ждать его сообщения, ждать нашей встречи. Когда он рядом, я не замечаю никого, кроме него. Словно пропадает почва под ногами. А можно сказать, в эти моменты весь мой мир ограничивается только его присутствием. Когда он рядом, я чувствую себя намного лучше. С ним я как будто начинаю заново учиться дышать. Но уже по-другому. Моя жизнь словно поделилась на две половины, и мне бы хотелось остаться на второй. Твою мать, Кас! Когда я сказал подружиться, я не имел в виду влюбляться. Если отец узнает, меня ведь реально грохнут. Я скажу, что шантажом вынуждал тебя помогать мне. И если это произойдет, я возьму всю ответственность на себя. Просто ответь. Что мне нужно делать? Ну, я не знаю. Олеся, я не справлюсь, мне очень плохо. Пожалуйста, помоги мне еще раз. Хорошо. Но для начала ответь. Ты изменился или всегда был таким? Или я просто идиот и не видел в тебе живого человека? Не думай, что я простил тебя, раз позвал к себе. Конечно. Даже мыслей таких не было. Я рад, что это закончилось. Ты стал выглядеть лучше. Знаешь... Мне стал нравиться один человек. В плане? Он, она, он. Было ожидаемо. Кто? А вот тебе все расскажи. Считай это месть. Тот богатенький, что ли? Да. Нет. Что? Я сказал нет. Даже не думай об этом. Что? Ты мне запрещаешь, что ли? Да. Шу, лучше забудь об этом. Если это шутка, то это не смешно. Михаэль, что ты несешь?
Тебе не нужны эти чувства и отношения. Шу, все эти свиньи как один. Он попользуется тобой и бросит. Ты сейчас серьезно? Та же песня. Давай, я уже наконец-то сам буду решать, что мне нужно, хорошо? Обойдусь как-нибудь и без твоих советов. Да ты без меня ничего не сможешь. Твой максимум — это запугать парой фраз, и то, если тебе из-за них потом не прилетит. Шу, ты же такой хрупкий. Одно неверное движение, и ты разобьешься. Я хочу и желаю тебе только лучшего. Я сам решу, что для меня лучше. А ты типа за себя постоять можешь, да? Ты кем себя возомнил? Я могу защитить тебя. Шу, не будь таким жадным эгоистом. Неужели тебя меня мало? Шу, я очень люблю тебя и дорожу тобой. Михаэль, это ненормально. Что за одержимость? Ненормально это раздвигать ноги перед каждым мужиком. Шу, прости, я... Уходи. Я не это имел в виду. Прости, я не знал, что на меня нашло. Оно само вырвалось. Уходи. Я больше не хочу тебя видеть. Проваливай. Прости. Я не хотел. Привет! Спасибо. Не думал, что сегодня будет дождь. Нужно было посмотреть прогноз погоды. Пойдем? Пойдем. Давай я понесу. Ты чего? Шу. Как же я люблю, когда ты ко мне так обращаешься. Ты мне нравишься. Что? Ха. Нет. Кассиэль, нет. Нет. Я уверен, что тебе нравлюсь не я. Тебе нравится мое отношение к тебе. Оно ведь для тебя в новинку. Ты ошибаешься. Мне нравишься именно ты. Я точно уверен в этом. Мне нравится твоя манера речи. Нравится твой стиль в одежде. То, как ты смотришь на жизнь и вещи. То, как рассуждаешь и какие выводы делаешь. Мне нравится твой характер. Твои шутки, смех и глаза. А еще твоя аватарка в социальных сетях, в которых мы общаемся. Я хочу проводить с тобой намного больше времени. Хочу продолжать наблюдать за твоими действиями и рассуждениями. Хочу заботиться о тебе. Хочу, чтобы ты был рядом. Но сейчас больше всего я хочу прикоснуться к твоим губам. Это взаимно? Да. Это взаимно. Что ты делаешь? Поцеловать хочу. Ты же ответил мне взаимностью. Ну, не так же сразу. Почему? Кассиэль, ты уже с Алисией консультировался? Да. Кассиэль. Что? Я не умею целоваться. Я тоже.
А еще это будет мой первый поцелуй. Мой тоже. Тварь малолетняя. Пожалуйста, любимый, хватит! Ты ему сейчас что-нибудь сломаешь. Вернулся, социофоб. Ну, рассказывай, чему ты научился в своем новом школьном клубе. Рассказывай, от какой бессонницы ты страдаешь. И из-за чего на самом деле чувствуешь себя неважно. Как много ты рассказал. Я не рассказывал. На меня смотри. Я к тебе обращаюсь. Хорошо. Как ты узнал? Да я смотрю, ты страх потерял такие вопросы задавать. Олесио не виноват. Это все было моей идеей. Я заставлял его мне помогать. Я сам разберусь, кто и в чем виноват. Вместо того, чтобы заниматься учебой, ты шлялся по улицам с выродком этого имбецила. Не называй его так. Ты мне еще и указывать будешь? Мне не нравится то, что я делаю. Я не хочу быть наследником твоей компании. Я не хочу такой жизни. Тебя никто не спрашивает. Ты будешь делать то, что тебе говорят. Нет. Не буду. Я люблю этого человека и хочу быть с ним. Да уж. У старшего всего пару гематом и травмы головы. У младшего же все намного хуже. Большое количество ушибов, таких же гематом. Сломано ребро. А также вся левая рука в рубцах и ожогах. Что, говорите, с ним произошло? Подрались. А ожоги? Обжегся. Что непонятного? Не может такого быть. Это полный бред. Одного взгляда на его руку будет достаточно, чтобы понять, что они были нанесены не в один день и не случайно. Послушайте, вы действительно хотите знать, как, чем и кто их нанес? Хорошо, я вас поняла. Продажная. Все в порядке. Ему позвонила твоя учительница, волновалась за твое здоровье. Рассказала, что несколько раз видела, как ты гуляешь с каким-то темноволосым мальчиком. Он все узнал сам, я ничего не говорил. Я тебе верю. Не ожидал от тебя такого. Я поражен. Это было очень смело. Так уверенно и открыто противоречить ему. Я знал, что этим все закончится. Тебя собираются отправить за границу. Я знаю. Прости, мне жаль. Олесио, можешь помочь мне в последний раз?
Пожалуйста, большего я не прошу. Олесио! Привет, рад тебя видеть. Где Кассиэль? Он не отвечает на мои сообщения. Кассиэль больше не вернется. И не ответит. В каком смысле? В прямом. В общем, отец узнал и про тебя, и про его похождения. Теперь его отправляют доучиваться и подтягивать язык во Францию. Надолго? На год. Дождешься парня из армии? Это не смешная шутка. Кассель просил передать, что любит тебя. И будет любить. Если ты правда испытываешь такие же чувства к нему, он был бы счастлив, если бы ты его дождался. Это его слова? Да. И еще будь добр. Не ищи меня. Я не сват, и на ваши отношения мне глубоко плевать. Как и на тебя в целом. Ты был мне интересен только пока Кас ходил налево, что было необычно для него. Ясно. Тогда, до этого момента, книга останется у меня. Я лично верну ему ее прямо в руки. Не разочаруй его, бессонница. Шу, друг которого ты каждый день посещал, это сын Ричарда? Кто? Как зовут твоего друга, которого ты постоянно навещаешь? Кассель. А? Что? Его отец разорвал со мной контракт. Это плохо? Прости. Простите. Эй. Шу, успокойся. Все хорошо. Да, это плохо, но не смертельно. Мы немного потеряли, все в порядке. Прости, это я виноват. Шу, все хорошо. Ты ни в чем не виноват. Пап. Шу, проблема не в тебе. Проблема в Ричарде. Он агрессивен и слишком серьезно относится к воспитанию своих сыновей. Все хорошо, тебе не нужно плакать из-за этого. Ты не сделал ничего плохого. Мне очень плохо. Ох, прелесть. Я люблю его. Кого? Рэй. Мне нравятся парни. И мне нравится Кассиэль. О. Уж прости, но не лучший объект обожания ты выбрал. Рэй. Что? Мне нравятся парни. Я тебя услышал, Шу. Ты из-за этого расстроился? Я не понимаю. Так, Шу, если хочешь поплакать, поплачь. Я побуду рядом. Когда успокоишься, обсудим, что произошло. Не заставляй себя говорить. Почему ты так отреагировал? А как я должен реагировать?
Я рад, что ты уверен в своей ориентации. Рад, что полюбил человека. Правда, с этим могут быть большие проблемы. Для тебя это нормально? Шу, лучше тебя твою жизнь никто не проживет. Не важно, что скажут другие, важно то, что ты сам об этом думаешь. Я же говорил, что поддержу тебя и останусь на твоей стороне, что бы ни произошло. Пап. Это шутка? Вы ведь не всерьез? О чем ты? Это ненормально! Какой ужас! Это я виновата! Мне нужно было уделять больше внимания его воспитанию. Мам? Еще и ты. Мэри, пожалуйста, успокойся. Это просто отвратительно! Это против природы! Мэри, пожалуйста. Тебе легко говорить. Он ведь не твой родной ребенок. Боже, за что мне все это? А вот это было довольно оскорбительно. Послушай, любимая, давай обойдемся без скандалов. Пойдем на кухню сядем, я налью тебе чая, и мы спокойно все обсудим. Пожалуйста, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но криками ты ничего не добьешься. Пап? Шу, прелесть, не делай ничего с собой. Сейчас я поговорю с матерью, а потом подойду к тебе. Пожалуйста, побудь в своей комнате и подожди немного. Рэй! Ох, боже мой. Что теперь? Все хорошо. Не беспокойся. Походим вместе к психологу, и все наладится. Пожалуйста, не накручивай себе из-за ее реакции, хорошо? Хорошо. Все, не плачь. Сейчас глаза еще сильнее покраснеют. Он уезжает. Теперь мы больше не сможем видеться и общаться. Шу, я не против вашей дружбы и ваших отношений, но против них отец Кассиэля. Он в целом сам по себе человек строгий и жестокий. Так что ты не виноват в произошедшем. Не вини себя. А вот по поводу чувств... Его не будет год. И я буду продолжать любить и дождусь. Он пообещал, что тоже будет любить меня. Я рад, что вы решили сохранить вечность друг другу. Но это будет сложно, ты же понимаешь? Понимаю. Я справлюсь. У тебя все получится. Я горжусь тобой. Уверен, что не поедешь с нами? Не хочу тебя позорить. Шу, все нормально, ты никого не опозоришь. Я просто шучу. Спасибо, но я не хочу. Ведь тогда мне придется ходить по всяким пафосным мероприятиям. Мне это не нравится. Мне тоже. Ладно, раз не хочешь, заставлять не буду. Спасибо. Тогда присмотришь за домом. Все взял? Да. Шу, Юна придет завтра в час.
Если проснешься раньше, то приготовь сам себе что-нибудь на завтрак. Хорошо. Мне стоит зачитать тебе лекцию, что чужим открывать нельзя? Не нужно, я все знаю. Хорошо, тогда мы поехали. Будем через неделю. Пожалуйста, если захочешь устроить вечеринку, не впускай никого в мой кабинет. Не устрою, не волнуйся. Кого могло принести в такое время? Дурень, ты меня напугал. Прости. Как ты? С каких пор тебя волнует мое самочувствие? Извини. За что именно? За то, что врал? За то, что оскорбил меня? За то, что избегал меня после этого? Мне было стыдно смотреть тебе в глаза. И я же говорил, что оно вырвалось само. Я не хотел. Если вырвалось, значит думал обо мне в таком ключе. Никогда и ни за что! Просто был зол, вот и получилось так. Зачем пришел? Еще чуть ли не под ночь. Даже не позвонил, не написал. Подумал, что за это стоит просить прощения в лицо, а не по телефону. Я тебя не прощу. Но ты же пустил меня на порог. Чуть ли не под ночь. Что же мне с тобой делать? Ты замечательный человек. Прости за то, что я сделал. Мне правда искренне жаль. Прощаю. Я очень рад тебя снова видеть. Чаю? С удовольствием. А что, дома никого? Да, мама с папой уехали. А Юна придет только завтра. Стал звать Рэя папой? Ага. Он великолепный человек. Как твои отношения с ним? Кем? Я не помню его имени. А, Кассиэлем. Он признался мне. Я ответил взаимностью. Его отец узнал про нас. И он уехал. Я же говорил тебе, что бросит. Он вернется. Он обещал, что будет любить. Ты сам хоть в это веришь? Верю. Шу, я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Нет, ты не понял. Я люблю тебя. Ты давно нравишься мне, не как друг. Чего? Как давно? Может, год, может, больше, может, меньше. Тогда это была ревность? Да, именно она. Но теперь-то, я надеюсь, ты вытащишь меня из френдзоны и рассмотришь как вариант. Прости, Михаэль, но я не могу ответить тебе взаимностью. Я могу воспринимать тебя только как друга. И я люблю другого. Боже, Шу, твой другой уже развлекается с очередным новым парнем. А я всегда был рядом с тобой. Почему? Он обещал. Я люблю его. Я так не могу.
Вот как. Ты куда? Шу, ты предатель. Я же был готов на все ради тебя. Ради тебя я пережил столько разных унижений. Я был самым близким для тебя, как и ты для меня. Я знал и все еще знаю тебя от и до. Я тебя не отдам. Если не я, то никто. Что? Я никому тебя не отдам. Ты чего удумал? Это не смешно. Ты головой тронулся? Михаэль, это перебор, положи. Не подходи. Пасынка Рэя нашли вчера утром мертвым. Бывший лучший друг зарезал кухонным ножом. Вроде из-за ссоры и ревности. Ха. Об этом стоит сообщить Кассиэлю. Даже не думай об этом. Он был первым другом и любовным интересом твоего любимого лучшего сына. Не будь животным. Он был паразитом, который сломал все, что я строил, и отравил его жизнь своей западной пропагандой. Такими не становятся. Такими рождаются. Пошел вон отсюда. Если я узнаю, что ты хоть как-то пытался с ним связаться, домой можешь не возвращаться и денег от меня больше не ждать. Ц. Как же ты подрос. Я был в курсе твоей успеваемости. Я рад, что ты опять взялся за ум. Гордись, что именно ты, мой сын. К вечеру организуем ужин, будь готов. Отметим твое возвращение. Ты вырос. Выглядишь намного увереннее. Теперь уже не назовешь тебя тряпкой. Рад тебя видеть. Молодец, давно было пора поумнеть, завязать с гулянками и съехать с родительского дома. Характер прорезался. Поучать меня вздумал. У тебя ведь теперь пара баров в центре города. Личный бизнес. Поздравляю. Ты был абсолютно прав. Странно, что я тебе не верил. Интересно, нормально ли это, что я не скучаю по родной матери? Но сейчас не об этом. Рассказывай. Что рассказывать? Где Шу и что с ним? И я что, знаю? Я только передал твои слова. Я не частный детектив, чтобы за ним следить. Ищи его сам, Ромео. Не выводи меня. Я просидел в 4 стенах с идиотами за книгами без связи, впахивая как лошадь не для того, чтобы ты меня сейчас послал в силу своего драного характера.
Я же вижу, что ты что-то знаешь. Ты встречал его? Где видел в последний раз? Почему ты отводишь глаза? Кас. Его больше нет. Кого? Шу? Что за бред? Отвечай нормально. Я серьезно, Кассиэль. Он мертв. Хватит. Не может быть такого. Я расскажу, где он похоронен. Можешь съездить и посмотреть сам, если хватит смелости. По всем вопросам обращайся к отцу. Прости. Так значит, это правда. Я так долго ждал нашей встречи. Никогда бы не подумал, что она будет выглядеть именно так. Я скучал. Мне так много нужно тебе сказать. Но слова застревают в глотке. Прости. Прошу, прости меня. Прости, что не вернулся раньше. Прости, что меня не было рядом. Прости, что я оставил тебя. Я понял, что существовал только пока ты был рядом со мной. Я не смогу продолжать жить дальше без тебя. И я надеюсь, он гниет за решеткой. Рэй все еще продолжает свое дело. Тяжело, наверное, пришлось твоей семье. Скоро утро. Мне нужно идти. Я все еще люблю тебя. Что это все значит? Почему без стука? Почему ты не сообщил мне о его смерти? О чьей смерти? Не издевайся надо мной. Я знаю, что это ты запретил сообщать мне об этом. Олесио рассказал. Нужно будет преподать ему урок, а то совсем уже от рук отбился. Кассель, ты уже взрослый парень. Не иди по стопам своего брата-идиота. Я возлагаю на тебя большие надежды. А ты своим поведением очень разочаровываешь меня. Я больше не собираюсь соответствовать твоим ожиданиям. Я такой же человек, как и ты.
Это моя жизнь и мои чувства. Я имею полное право. У тебя нет прав. Я думал, что учеба за границей пойдет тебе на пользу. Надеялся, что ты наконец-то одумаешься. Кассель, ты никто, и звать тебя никак. Ты обязан делать то, что говорю тебе я. У тебя никогда не было личной жизни и чувств. Тебе они не нужны. Все, что ты должен делать, и все, о чем ты должен думать, это о продвижении нашего семейного бизнеса. Я не для того работал всю свою молодость, а после вкладывался в твое обучение, чтобы ты мне сейчас концерты устраивал. Понял? То есть, для тебя я всегда был никем? Ну, почему же? Ты мой идеальный наследник. Точнее, был бы им, если бы сейчас не устраивал этот спектакль. Но, надеюсь, с этой проблемой мы сможем быстро разобраться. Следил бы я за тобой лучше, и не встреть ты этого выродка. Все бы могло сложиться по-другому. Верно. Хватит, уходи. Иди займись каким-нибудь более важным делом. Вот значит как. Тебе нужен только идеальный наследник. Я ни за что не позволю тебе выйти победителем из этой игры. Сегодня в 8 утра в доме человека, занимающего 3-е место самых богатых людей региона, в ванной был найден его сын. По полученной нами информации, парень покончил с собой. Ну и вот конец этого сериала. Я уверена, что вы 100% плачете, потому что я тоже. Могу сказать, что это шедевр, прям до слез. Я, когда бралась за озвучку, вообще я давно следила за этим сериалом. Ну, когда там еще, по-моему, вышло 4 серии или сколько, или 5. Ну, еще когда сериал был наполовину, по-моему, только сделан. Я тогда наткнулась на ютубе на этот сериал и начала следить за автором в плане новых серий. Я планировала его озвучить. Я думала, что это обычный яой, там романтика, все дела, просто с красивой картинкой. Знаете, монтаж просто прекрасен, он вообще на высоте, мне очень понравился. Я думала, что это обычный яой, но по сравнению с тем, что я думала, это... Ну, что это? Я вообще не ожидала, что здесь такое будет. Мне сериал вообще очень сильно понравился. Это будет одним из моих любимых сериалов, потому что я не ожидала, что так будет сложно, особенно в конце, там, 10 минут последней серии. Мне также понравился Рэй как отец. Понравилось отношение Рэя к Шу. Может быть, в моей жизни чего-то такого не хватало, поэтому он мне так понравился. Я не знаю, но прям персонаж очень прям такой... Ну, мне очень понравилось. На середине фильма я прям уже влюбилась в него. Я уже любила его как персонажа. Но это нечто. Я вообще очень благодарна автору, что он разрешил сделать озвучку на этот сериал, потому что если бы он не дал разрешения, я бы не посмотрела этот шедевр. Я очень рада, а также благодарна за то, что автор реально постарался над звуковыми эффектами. Я лично, когда озвучиваю какие-нибудь гачи-мне фильмы, если я замечаю, что там какая-то интересная музыка или какая-то не очень, я ее либо удаляю, либо просто отключаю, и потом как-то смотрю, есть ли авторское право на этой песне. И
А в этот раз я поставила музыку и вместе с озвучкой, слушала, и как-то самой, было интересно и смотреть, озвучивать, все 2 в 1. Но это было интересно, да. То есть спасибо за атмосферу. Самая сложная сцена — это когда он стоит над его могилой, и я прям там разревелась, мне пришлось остановиться там, успокаиваться, потому что это нечто. Я не думала, что я когда-то буду плакать над гачим фильмом, я когда-то плакала, там слезинку пропустила, но тут я прям ревела, это вообще так грустно, я не знаю. В общем, сложно. А еще я очень сильно извиняюсь, если вдруг что, имя чьё-то было произнесено как-то неправильно, потому что автор меня предупредил, чтобы я правильно произнесла имена, но я очень переживаю, что за эти 2 часа, мне кажется, что где-то это произношение менялось у меня как-то, и оно то правильно, то неправильно было. Я даже не могу понять, где, потому что я уже запуталась, особенно в именах главных героев. Я очень извиняюсь, если я неправильно где-то произнесла, а может, я вообще везде неправильно, это будет вообще видно. Я очень извиняюсь, если я вдруг что-то не сделала. Прости меня, автор, пожалуйста. Я очень надеюсь, что вам понравился этот сериал. Если это так, то обязательно подписывайся на канал автора. Он будет очень благодарен, я уверена. Пожалуйста, подпишитесь, потому что, заслуженно. Ссылочка будет, если что, в описании. А я надеюсь, что вам понравилась моя озвучка. Если это так, то подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео и пиши свой комментарий, я обязательно его прочитаю. И всем спасибо за просмотр этого видео, спасибо, что ты есть. И всем пока!